Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаю вас знакомить о ситуации, что происходит в Карабахе. Конкретно на дороге Ханкинди-Лачин. Сейчас там многие армянские политики высказывают свое мнение, как бы выйти из этой затруднительной ситуации. Вот один из них, политический аналитик Киверян, заявляет, что сейчас миротворцы, которые находятся на территории Карабаха, 1960 человек, они в опасности. И с Россией должны прийти им на помощь 300 тысяч человек. Они должны войти из Дагестана в Азербайджан, чтобы защитить миротворцев. Так, где Дагестан? Вот, видите, он здесь граница с Азербайджаном. И нужно срочно вводить 300 тысяч на помощь, чтобы, как сказать, на подмогу. Вот эта фотография, аналитик Киверян. Ознакомлю, что он заявил. По его словам, России удастся выполнить свои обязательства настолько, чтобы суметь решить свои вопросы на Украине и в других местах. К сожалению, многие не хотят понимать, что в политике не получится так, чтобы РФ могла звонить в Баку и угрожать или принуждать. Эти времена прошли. Нынешний Азербайджан — это не Азербайджан 90-х годов, это совершенно другое государство, которое сумело создать довольно боеспособную армию, смогло окружить себя довольно успешными союзниками — Турцией, Пакистаном, Израилем и Великобританией, и таким образом может вести агрессивную политику, сказал Киверян. Так, на вопрос, какой инструмент имеет Москва против Азербайджана, он ответил: в глобальном плане у нее есть три пути, три способа давления на Азербайджан. Один — дипломатия, второй — военный путь, а третий — гибридные шаги. РФ ведет на Украине войну, имеющую фатальное значение. Проигрывает РФ войну вообще. Сейчас, в следующем году, думаю, уже Украина освободит свои территории. На столе вопрос бытия или небытия. У России в Карабахе около 2000 миротворцев. В Армении на базе Гюмри около 5000 человек. Это смешная цифра для ведения военных действий против Азербайджана. Если настанет очередь перестрелок, конфликтов, эта группировка миротворцев будет уничтожена в течение нескольких часов. Даже если из Армении на помощь придут солдаты российской военной базы. Ну, конечно, что там эти 5000? Если Россия хочет провести успешную военную операцию против Азербайджана, в Азербайджан надо будет войти со стороны Дагестана. То есть, как минимум 300 тысяч человек должны двигаться из Дагестана в Карабах, чтобы защитить своих миротворцев. Так, Россия сегодня не может вести с Украиной на два фронта. Там 100 тысяч человек, типа она вела, даже 10-20 тысяч направить в другое место. Даже если Россия наберет в направлении Дагестана столько солдат, чтобы перейти в наступление, то до прибытия до места миротворцы будут уничтожены. А население Арцаха и Сюника тоже. Пока ситуация в Украине продолжается, ясно, что Москва будет избегать резких действий, заявил Киверян. Он заметил, что Азербайджан организовал государственное шоу, чтобы в прямом эфире весь день показывать, как их называемые экологи издеваются над российскими миротворцами. Ни одна империя не хотела бы, чтобы ее миротворцы демонстрировались таким образом. Никто там не издевается над миротворцами, нормально стоят там, общаются. Что касается дипломатического фронта, типа заявил Киверян, Азербайджан чувствует себя очень сильным. Тем более, что из-за войны на Украине Россия попала в зависимость от Азербайджана турецкого мира. По его словам, Азербайджан прекрасно понимает, что Москва от него зависит. Да, конечно, больше зависит от Турции. Но зависимость от Турции в некоторой степени распространяется на зависимость от Азербайджана. Они прекрасно понимают, что у Москвы нет дипломатических рычагов давления. Он добавил, что Россия остается гибридными шагами реализовывать сейчас эту программу. Когда после телефонных разговоров Путина-Алиева дорога не открылась, сразу появилась информация о том, что русские запретили въезд азербайджанских фур
из Белоруссии в Россию. Это и есть гибридная модель войны, заявил, в общем, этот Киверян, аналитик. Вообще он говорит, что сейчас будет Россия вести гибридную войну с Азербайджаном. Если Азербайджан как бы перекрывает дороги здесь, то он говорит, что сейчас Россия будет как бы также перекрывать дороги, может куда-то азербайджанские товары не допускать, или фур, или что-нибудь. Ну, он еще, видишь, надеется, что 300 тысяч российских миротворцев придут на помощь в Карабах. 300 тысяч, он, наверное, с ума сошел. Там сейчас он 300 тысяч набрал еле-еле, чтобы поддерживать свое, как сказать, состояние военное в Украине, потому что у него сейчас 150 тысяч брошено в Донецко-Луганское направление, а 150 тысяч бросит в Белоруссию. На случай потом он планирует прорыв опять на Киев в следующем году. Он уже точно 300 тысяч не соберет, чтобы с территории Дагестана атаковать Азербайджан. Это уже по-любому. Он еле-еле это провел эту мобилизацию, и там этих 300 тысяч мобиков набрали, на убой бросили в Украину. А уж 300 тысяч на Азербайджан он не будет скапливать, думаю, на этой границе. Это бред. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.